Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина и я кочую по миру. Сейчас мы находимся в городе Чангмай, несемся на байке и отправляемся в Пай. Что такое Пай? Пай – это небольшой городок в горах северного Таиланда. Магнит для тех, кто ищет не только красивые пейзажи, но и ощущение настоящего дзена. Дорога до Пая – это проехать 762 поворота из Чангмая. Настоящее приключение. Если поедете на машине, то возьмите с собой на всякий случай пакет, потому что даже самых выносливых в какой-то момент начинает тошнить. Обожаю путешествовать по Таиланду. Вот где бы вы в какую глушь ни заехали, везде будет какая-нибудь клевая остановка. Смотрите, здесь варят хорошее кофе. Мы сейчас выпьем кофейку. Здесь соки продают, лапшу быстрого приготовления. И посмотрите, какой обалденный вид. Просто потрясающий. Посмотрите, какая красота. И тут такая миленькая территория. Есть туалеты, есть всякие штучки. Можно пообедать. Мы пообедаем, скорее всего, уже в Пае, чтобы время не тратить. Но здесь выпьем кофеечек сейчас, передохнем, чтобы наши булки отдохнули. Мы доехали. Кирилл, сколько у нас дорога заняла? Где-то, наверное, 2,5 часа, да? 3,5. Да ты чё? А Да. мы вроде ехали 1,5 часа до кофе, потом, наверное, 20. 3,5 часа, короче. Мы еще просто с остановкой на кофе были. Это тоже время. А так 3,5. Мы выехали где-то в 10. Ну мы еще... Ну да, в 10. И сейчас вот 13:30 как раз. Да? Ровно 3,5 часа. Когда мы доехали до Пая, у меня возникло ощущение, будто кто-то смешал север Таиланда с атмосферой балийского Убуда. Зеленые холмы, деревянные домики, йога-ретриты и веганские кафешки. Даже в самом Убуде нет столько веганов, духовных практиков и свободных художников, сколько я встретила в Пае. Прям веет вот этим вот... Я не знаю, все какие-то йоги, медитации, очень красивые здания деревянные, люди такие прям выглядят как хипстеры. Ну, короче, здесь прям по-любому надо задержаться на недельку. Ну, просто потому что очень классно, даже просто походить вот в этой атмосфере, пожить будет очень-очень круто. Мы заселились в хоумстей. Стоил он $30 в сутки. Можете себе представить? Но здесь отличные завтраки. Хорошие завтраки можно выбирать. Завтра мы пойдем на завтрак. Если я буду в состоянии, я вам поснимаю. У нас есть вот такой гамак. У нас отдельный домик. Здесь еще вот преддомовая территория у нас есть. И сейчас покажу, что там. Там все очень скромно, но вполне себе чисто, прилично и вообще нормально. Я думала, будет хуже. Мы бронировали не заранее, а буквально за пару дней. И вот так тут делать нельзя. Здесь забито вообще все всегда. Надо прям очень сильно заранее бронировать, если вы хотите выхватить реально какой-нибудь хороший отельчик за небольшие деньги. Если бронировать, как мы, там за 2 дня, то вы либо будете жертвовать качеством, либо переплачивать. Заходим, у нас здесь 2 кровати, одна маленькая, но это такой типа семейный номер получается. Двухспальная кровать. Здесь антимоскитная сетка. И, кстати, есть даже кондиционер. Вообще в Пае недорогие варианты, которые я смотрела, все было без кондиционера. Но на самом деле он здесь не особо нужен, если вы едете в то же время, в которое мы сейчас. Есть вентилятор, холодильник, чайник. Здесь можно вещи посушить. И вот такая простенькая ванна. Ну, тоже тут самое главное для меня, чтобы все было чистенько, а здесь прям каждый уголочек чистый. Такое все скромненькое.
До заката оставалось еще несколько часов, поэтому, заселившись в нашу ночлежку, отправились осматривать местные достопримечательности. Первым делом поехали в деревню длинношеих женщин народа Карен. Это одна из этнических групп народа, проживающих в Таиланде. Известны тем, что носят массивные латунные кольца на шее с самого детства. Эти кольца визуально удлиняют шею, что считается символом красоты и принадлежности к традиции. Подобных деревень в Таиланде несколько, как правило, расположены в горах северных провинций. Вход платный, в ту, которую пошли мы, стоил 100 бат. Женщины здесь продают сувениры и соглашаются фотографироваться за чаевые. На территории деревни присутствует хостел и кафе. Посещение этих деревень часто вызывает споры о том, что это похоже на человеческий зоопарк. Важно понимать, что большинство этих женщин и их семей не имеют гражданства Таиланда. У них ограниченные права, и если захотят, то их в любой момент могут депортировать из страны. Входная плата и туристическое внимание, на мой взгляд, хоть как-то защищает и финансирует жизнь этих людей, и их не трогают. Это не единственный такой народ, который бесправно проживает в Таиланде. Мы были в подобном месте неподалеку от Чангмая, в деревне Хмонгов. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Следующая наша остановка – китайская деревня. Хотя деревня это назвать сложно, выглядит как туристический аттракцион, но при этом здесь странно хорошо и приятно. На входе вас встречает небольшой рынок, где можно купить сувениры и разную еду. На территории построили замок, можно взять в аренду национальный костюм и пофоткаться. Делать мы этого, конечно же, не стали. Кроме этого, можно покормить карпов, покататься на лошадях, пострелять из лука, прокатиться на местной карусели или поесть в одной из китайских кафешек. Чуть подальше есть смотровая площадка, но мы почему-то до нее не доехали. Говорят, с нее открываются прекрасные виды. Локацию оставлю у себя на канале в Телеграм, как и другие локации. Не забудьте туда подписаться. Слушайте, такое прикольное местечко. Ехали сюда вообще без каких-либо ожиданий, а здесь, удивительно, так прикольно, так красиво. В общем, ходим, гуляем. Тут так тихо, мне кажется, тут самое громкое. Вот такое неожиданно приятное местечко оказалось. Вообще китайская деревня прям классная, аутентичная, находится практически на границе с Бирмой. Мы хотели сегодня туда съездить, но у нас не получилось. Я не знаю, может быть, стоит прикинуть такой вариант, что завтра встать супер рано с утра, съездить туда и потом уже обратно домой в Чанграй, потому что если мы застанем уже сумерки где-то вот ближе, в Чангмай, ближе к Чангмаю, то это не так страшно, потому что там не будет серпантинов и будет уже освещение. Вот. Подумаем над этим и, возможно, завтра туда съездим, а может, уже и не поедем. Вышли прогуляться по вечернему Паю, хочу зацепить ночной рынок, посмотреть, что тут есть, где-нибудь поужинать, поесть, конечно же, роти на ночном рынке. Роти сами себя не поедят, авокадо-смузи сами себя не выпьют. Вот. Идем. Вечером Пай оживает. Зажигаются бумажные фонарики, открываются ночные рынки с едой и сувенирами, уличные музыканты поют песни и улицы наполняются людьми. Выходных в Пае нам катастрофически не хватило. Дорога туда и обратно занимает много времени. В Пае, а точнее в окрестностях, много интересного. Сюда стоит ехать, думаю, минимум дня на 4. Не обязательно даже останавливаться в городе. Проведите здесь одну ночь, чтобы побыть в этой атмосфере и погулять по вечернему Паю. А дальше катайтесь по горным деревушкам, осматривайте окрестности и останавливайтесь на ночь по пути. Отелей везде полно, как недорогих гестхаусов, так и шикарных резортов. Главное, бронируйте заранее. Мы же, прогулявшись по вечерним оживленным улочкам Пая, поужинав и сходив на массаж, отправились спать, чтобы с утра отправиться обратно в Чангмай. Мы проснулись в нашем вот этом домике. Вы даже не представляете, как тут холодно, просто дико холодно. Холодно показывает мне сейчас на телефоне плюс 13. Мы в толстовках, у меня ледяные руки, ледяной нос. Я вся жестко промерзла. Я не знаю, как мы сейчас поедем на байке, потому что будет вообще, наверное, кошмарно холодно. Настолько холодно, что я бы вот пуховик надела, и мне бы вообще даже близко не было бы жар. В общем, никуда мы не поедем уже в китайскую деревню. Во-первых, это очень долго, 3 часа туда. Там по-любому час
надо погулять вокруг там озера этого красивого, плюс 3 часа обратно потом ехать. И плюс еще потом 3,5 часа ехать до Чангмая. Еще такой дубарь. Поэтому я крайне рекомендую приезжать в Пай. Вообще, ну, наверное, на неделька такой. Ну, ладно, если вы там в отпуске, вам не надо работать и прочее, то тогда дней на 5 вам, наверное, хватит. Приезжайте в Пай обязательно. Здесь невероятно классно. Даже, в принципе, просто побыть в этой деревушке, вот так вот, как мы, сутки, это уже супер круто будет. Но лучше всего, чтобы вы, допустим, арендовали. Вот мне кажется, вот в этой китайской деревне, я, конечно, там не была, я не знаю, как там по гостиницам и по прочим, но мне кажется, было бы клево там тоже арендовать на одну ночь какой-нибудь отельчик, приехать туда, там почилить и с утра, допустим, уже ехать на следующий день, ну, чтобы вот так не кататься, потому что это прям жестко для жопы будет. Я, как человек, который проехал из Вьетнама до столицы Лаоса очень много километров, сейчас уже по-другому смотрю на эти байк-путешествия, и больше 4 часов в сутки я не готова ехать на байке больше. Там мы по 12 часов один день у нас был, когда мы ехали на байке. Это минус жопа. Ну а так, если вот тут перемещаться, вот так вот на 5-7 дней в этом регионе, походить в национальные парки, по водопадам, просто побродить по джунглям, съездить в эту китайскую деревушку, потрясающее место, очень-очень классное, поэтому побольше надо сюда дней, езжайте, прям обалденно. Но приготовьтесь, что будет очень холодно, причем днем может быть прям очень жарко. Вот мы вчера ходили, прям вот плюс 30, я была в своих зимних кроссовках, вот знаете, в плотных таких больших. Было очень жарко, я потом переодела кроксы. Но после заката, вот где-то через час после заката, было зверски холодно. Поэтому как-то сделайте так, чтобы у вас было вот как капуста. Плюс тут есть куча горячих источников, куда можно сходить, посидеть в этих горячих источниках, куча водопадов. Я не знаю, если вы решитесь в такой дубарь водопады прыгать, то вот. А так было супер клево. Сейчас поедем, сейчас такой туман. Мы сейчас в этом тумане будем пробираться. Холодно будет, я думаю, будем больше останавливаться по пути, просто, может быть, в какие-то кафешки заходить, кофейни красивые, если будут с видом с каким-то. Погнали обратно в Чангмай.